Что купить в подарок мужчине, женщине, чтобы было красиво, современно, недорого, а главное полезно? На что нам самим для себя будет жалко потратиться? Xiaomi за вас уже подумала и сделала это с умом. Tube 377. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, и здесь только быстрые и емкие обзоры, а еще долгие стримы с ответами на вопросы. И сегодня я расскажу вам о наборе с зубной звуковой щеткой от Xiaomi Sucos X5, которую я купил в подарок. Кстати, кто не подписан, подписываемся, на канале стабильно много розыгрышей и обязательно с колокольчиком. Все условия розыгрышей в описании к видео. А теперь, как вы заметили, эту щетку мне позволили распаковать на камеру самому. И как всегда тезисно о щетке с гендерным окрасом. Подарочная коробка просто супер, но то, что она дойдет до вас в идеальном состоянии, маловероятно. Картон не особо плотный, а коробка довольно габаритная. Вы уже заметили, я приобрел вариант в розовом цвете, который подразумевается для подарка женской половине населения. Как я уже говорил, конечно же, есть еще и решение в синем цвете. И в данных цветовых решениях сделано все, начиная от коробки, бумаги, стаканчика для ополаскивания и заканчивая футляром для транспортировки. В комплекте магнитная зарядка, сама щетка, 3 сменных головки разной жесткости и назначения, мягкая, полирующая и средней жесткости. Футляр с местом для 2 головок и щетки в довесок с документацией. Зарядка магнитная с выходом USB. От 1 амперной зарядки до 100% с нуля вам придется ее заряжать бодрых 16 часов. По мне, даже учитывая, что это нужно делать раз в 25 дней, все равно довольно долго. Стакан можно использовать для хранения щетки, но разумнее, как я уже говорил, для ополаскивания. Аккумулятор на 1000 мАч с расчетом на 25 суток без дополнительной подзарядки. Выдает щетка 37 тысяч колебаний в минуту. Интересно, что для управления здесь целых 2 кнопки, что для меня довольно непривычно, обычно она одна. Одна кнопка активирует щетку, вторая кнопка меняет режимы. По умолчанию их здесь 12. Постоянный, усиленный краткосрочный, трехтактный и режим массажа десен и полировки зубов. Притом в каждом из этих режимов есть по 3 подрежима интенсивности. В сумме получается 12. Активируется щетка верхней кнопкой, режимы меняются нижней. С последующей индикацией на 3 верхних диода в верхней части лицевой панели. На нижней части панели у щетки есть еще индикатор состояния головок и индикатор подключения по Bluetooth. Плюс еще есть индикатор активации зарядки самой щетки. Соединяется щетка стандартно для всех щеток Sucos через программу с одноименным названием, которая есть как в Apple Store, так и в Play Market. В программе тоже все привычно. Остаток ресурса сменной головки, остаток заряда аккумулятора, отслеживание активности использования щетки и награды. Откровенно говоря, я использую щетки Sucos не первый год и в программу уже давно не заглядываю. Да и состояние щетины головки можно оценить визуально без проблем. Когда нужно менять, вы точно не ошибетесь. Хотя первое время эта приблуда в виде программы вас будет и забавлять. Есть еще один способ узнать, что ресурс щетки истек, но о нем я расскажу в конце. Хотя первое время эта приблуда в виде программы вас точно будет забавлять. К плюшкам можно также отнести защиту от перегрузки. Щетка имеет красный индикатор у соединения головки, который предупредит о слишком усердных нажатиях. Очень похожее на то, как это реализовано в щетках Braun. В сменной головке для щеток вмонтирован NFC-чип, который при 3-месячном использовании подаст сигнал на индикатор щетки для ее замены. Также и в программу. И, конечно, у щетки защита от воды стандарта IPX7. И сразу, от модели X3 она ничем толком, по моему мнению, не отличается, кроме цены и комплектации. Те же 37 200 колебаний в минуту, и пусть здесь больше режимов, основное отличие все равно в дизайне. Ну и индикатор защиты, эта штука давно уже просилась в щетке от Sucos. А теперь немного о недостатках, как всегда. Набор этой радости вам обойдется в целых 3700 рублей, что около $56. Ссылка на покупку вместе с отзывами, как всегда, будет в описании к видео. На распродаже щетку, я думаю, реально купить за $45, но сам я покупал ее около 2 месяцев назад, и 11 ноября во время распродажи на нее цену я не мониторил. Еще один минус — кнопка по типу той, которая используется в X3. Если не относиться к щетке аккуратно, возможно, через год влага попадет под мембрану кнопки и придется ее снимать и чистить то, что будет внутри. Сама щетка сделана эргономично, но задняя поверхность просто сделана бороздками, чтобы она не выскальзывала. А просится здесь, если честно, что-то силиконово-резиновое, чтобы тактильно было поприятнее. И самая печаль, по моему мнению, то, что на тыльной стороне съемной головки нет никакого мягкого покрытия. При попадании на зубы вашей головки ощущение, как вы понимаете, не особо приятное от вибрации. За эти деньги о таких вещах можно было бы и подумать. Да, и работает эта щетка все так же громко, как ее собратья. Без привлечения внимания к себе зубы почистить вам не удастся, только если не активировать саму щетку. Резюмирую кратко. Для подарка, учитывая цену, качество, гендерное различие, волшебный пластик бокса, 3 насадки и стаканчик, который у Xiaomi стоит сам по себе около $10, советую к покупке однозначно. И как
как иногда я делаю, вот вам распаковка мини-рюкзака Xiaomi, который я купил давным-давно за 500 рублей. Хотя его и за 300 рублей уже можно купить. Сделан он качественно, не хуже тех, что продают по 500 рублей в Спортмастере. Много разных цветов, и главное реально надеть по размеру на ребенка или для сменки ему использовать, чтобы ни с кем не перепутал. Не забывайте подписываться на канал с колокольчиком, приходить на стрим, чтобы посмотреть, как наше сообщество отвечает долго и упорно на одни и те же вопросы, но при этом умудряется делиться опытом, который не везде можно найти. Притом этот опыт каждую неделю меняется. Мата на канале нет, пишем в комментарии, что еще купить. Не забываем поставить лайк за труды. Девайс сюда или нет, Польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.